В большом старинном сибирском городе жила пожилая пара Алексей Петрович и Валентина Федоровна. Сын и дочь давно выросли и выпорхнули из родительского гнезда, обзавелись своими семьями, стали сами родителями со своими хлопотами и заботами. Жили старики тихой, размеренной жизнью, и было бы им совсем скучно и одиноко в опустевшей квартире, если бы. Выйдя на пенсию, Алексей Петрович решил исполнить свою давнюю мечту – завести собаку, поскольку времени для серьезного домашнего питомца у него теперь было предостаточно. Сын приезжал нечасто, а дочь, жившая в другом городе, и того реже, не виделась с родителями годами. По случаю выхода отца на пенсию собралась вся семья, и дети вручили подарок, который он так ждал. Это был чистокровный щенок немецкой овчарки с документами, прививками и приданным, амуницией, мисками, игрушками, все как положено и как он мечтал. Петрович радовался, как ребенок, больше, чем его внуки. Вместе с женой они любовались на это лопоухое чудо, хлопотали над ним, смеялись, сразу помолодев на добрый десяток лет, словно в семье вновь появился ребенок. Вместе придумали имя щенку, теперь его звали Урал. Так начался новый этап в их жизни, их стало трое. Время летело быстрокрылой птицей. Оно приносило новые заботы, а, главное, неизвестные ранее двум пожилым людям радости, которые умеют дарить с лихвой домашние питомцы своим любимым хозяевам. Собаки растут быстро, почти так же, как летит время. Урал превратился в холеного красавца. Это был яркий представитель своей породы, сильный, смелый, умный пес, освоивший все грамоты собачьей премудрости. Петрович занимался с Уралом регулярно, в хорошую погоду ходили на дальние длительные прогулки по берегу Оби, у них это называлось поход. Хозяйка с ними ходила редко, особенно в последнее время. Нет, она не была дряхлой старухой, просто пошаливало сердце. «Ну, что, Урал, в поход пойдем?» — спрашивал хозяин. Урал вместо ответа тут же приносил ему поводок с ошейником и садился, глядя загоревшимися радостью глазами и слегка перебирая лапами от нетерпения. «Ай, молодец, хороший пес!» — улыбаясь, хвалил Петрович. Возвращались усталые и довольные обществом друг друга. Сытно поев, отдыхали и смотрели телевизор. Урал стал для пожилых людей не только другом, компаньоном и охранником, он стал полноправным членом семьи. Ни одно дело не обходилось без уравновешенного, смекалистого пса. У него был собственный мягкий диван, на котором красавец Урал возлегал как падишах, ласково и немного снисходительно поглядывая на хозяев. В один из погожих дней Урал вдруг отказался идти в поход. Целый день он волновался, поскуливал и не отходил от хозяйки. Старики не на шутку испугались, не заболел ли. Вроде бы все было в порядке, но собака вела себя странно. А ночью разразилась гроза с проливным дождем. Урал вдруг завыл горько и протяжно. Хозяева успокаивали его, как могли, но Урал плакал, из умных преданных глаз овчарки бежали слезы, оставляя мокрые пятна на диване. Наконец он перестал выть, но не спал, а тихонько ходил по комнатам. Гроза прошла, хозяева уснули. Утром Валентина Федоровна не проснулась. Рядом сидел Урал, положив голову на ее застывшую руку, и не сводил глаз с уснувшей вечным сном хозяйки, которой бы еще жить и жить на белом свете. Приехал сын, все хлопоты были на нем. Отец ничего делать был не в состоянии. Приехала из аэропорта дочь. Все прошло очень достойно, благодаря стараниям сына. На следующий день после поминок дети уехали, и Петрович остался с Уралом в так неожиданно осиротевшей квартире. Теперь их было двое. Они продолжали жить, а как иначе? Петрович сутулился, стал ходить, шаркая ногами, и часто задумывался, не слыша и не видя ничего вокруг. Только любимый Урал удерживал его теперь на белом свете. Дети постоянно звонили, приезжал сын, но все это было в каком-то тумане, расплывчато и безрадостно. Петрович слабел. На уговоры сына лечь в больницу на обследование у него был только один ответ, а на кого я Урала оставлю. Нет, вечерами Петрович сидел и, прижимая к себе Урала,
вспоминал всю свою жизнь, рассказывая о ней единственному, самому благодарному слушателю. «Осиротели мы с тобой, Уралушка, осиротели». Уралу было жарко от объятий старого хозяина, но он терпел и внимательно слушал, наклоняя голову то на один бок, то на другой, как это умеют делать только овчарки. А через год, с первыми заморозками, не стало и хозяина. Ушел Петрович преждевременно от старости и тоски, поспешил к своей любимой супруге. Сын снова занимался организацией погребения. Он устроил отцу пышные похороны. Теперь Урал остался один. Он уже не возлегал на диване, как прежде, сытый и холеный, а забившись в угол дальней комнаты, потерянно сидел там часами, не реагируя на окружающих, которые ходили, что-то брали, паковали, двигали. Иногда его кормили, выводили, чтобы не нагадил, а большей частью просто не обращали внимания. Люди были заняты другими, более важными делами. Они готовили квартиру к срочной продаже. Зная, как покойный отец любил Урала и дорожил своим верным другом, сын не забрал его к себе и не стал озадачиваться дальнейшим пристройством породистой воспитанной собаки, достойной проживания в хороших условиях. Наследникам было не до этого. Любимый пес родителей стал обузой, от которой необходимо было быстро избавиться. Сын хозяина решил отправить Урала в деревню, где в бывшей семейной даче, большом деревянном доме, теперь располагался некий центр реабилитации больных наркоманией и алкоголизмом, коих развелось сейчас великое множество. Директором этого центра был его сын, молодой человек с весьма сомнительной репутацией. Решено, сделано. Садись, Урал, поехали. Тебе там будет хорошо. Бодро скомандовал сын хозяина. Урал поверил, не мог же его обмануть сын самого доброго в мире хозяина. Пса посадили в машину и увезли почти за 200 километров от города. Всю дорогу он, голодный и угрюмый, ехал в неизвестность, покорно уткнувшись в запотевающее от жаркого собачьего дыхания оконное стекло. Странное и страшное это было место. Многочисленные обитатели ходили, как зомби, практически не общаясь друг с другом. Каждое воскресенье творили службы, более похожие на оргии, с песнями и плясками. На Урала никто не обращал внимания, его не кормили. Несмотря на начинающиеся морозы, у собаки не было ни будки, ни какого-либо иного укрытия. Урал, привыкший спать на своем уютном диване, заползал под открытые всем непогодам ступени высокого крыльца и лежал там до утра прямо на мерзлой земле. Днем пес рыскал в поисках еды. Мероприятие это было смертельно опасным. Такие же, как Урал, не обремененные вниманием хозяев собаки, стаями мотались по деревне, устраивая шумные драки из-за найденного куска. Большинство собак были весьма крупными и воинственными, встреча с ними чужаку ничего хорошего не сулила. Спустя неделю деревенские собаки стаей налетели на Урала и безжалостно порвали отчаянно отбивавшуюся одинокую, ослабевшую от голода овчарку. Урал залез под ступени и лежал там несколько недель, утоляя жажду и сосущий внутренности голод снегом, предчувствуя скорый неизбежный конец своим страданиям. По ночам пес кое-как вылезал из своего дома и брел выковыривать из снега замороженные картофельные и свекольные очистки, выливаемые из помойного ведра с крыльца кухни. Долго так продолжаться не могло, Урал заболел. Раны на его теле не затягивались, шерсть вылезла, он начал опухать. Он шел по зимней дороге, сторонясь изредка проезжающих мимо машин, спеша подальше уйти от хорошего места, вскоре вышел на маленький переезд и пошел по железнодорожному пути. Урал шел целый день, вокруг был только лес с большими елями, ветви которых, словно блестящие короны, украшали белые снежные шапки. Иногда с шумом и грохотом мимо проносились поезда, поднимая целые тучи легкого на морозе снега, медленно оседавшего снова на землю и на собаку. Под вечер он смертельно устал и замерз, но решил идти, двигаться до последнего, не останавливаться, пока не упадет. Урал твердо знал, что эту ночь ему не пережить. Он упрямо брел,
загребая лапами, лишь бы уйти подальше от ненавистного жестокого места. Собачий боженька смилостивился над этим ни в чем не повинным страдальцем. Стрелочник по имени Андрей, работавший на железной дороге, делал очередной обход своего узла. Рядом с рельсами он увидел припорошенного снегом большого пса, тот был еще жив. Андрей побежал к своему домику, взял санки и привез собаку к себе. Овчарка, да еще с клеймом, он таких никогда не видел. Дворняга, прожившая в его домике до глубокой старости, тихо покинула этот мир 2 года назад. Тогда Андрей решил, что больше заводить собак не будет, а тут такая неожиданная находка. Выхожу друга во что бы то ни стало. Урал очнулся от давно позабытого аромата. Андрей налил в большую миску теплого мясного супа и поднес Уралу. Лежа, пес мгновенно опустошил ее и проспал 2 суток. К началу весны веселая энергичная овчарка делала обходы вместе со своим хозяином и спасителем. Пес больше не был Уралом, теперь его звали Рекс, и ему, пережившему тяжелые потрясения, было действительно хорошо с Андреем в его маленьком уютном домике, затерявшемся на просторах огромной страны. «Счастья тебе, Рекс!»